Цены стремительно растут. Как дальше жить? Что мы будем есть? Надо бежать закупать тушенку и гречку? Что делать? Отставить панику. Давайте разбираться. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сейчас в умах большинства людей царит настоящий хаос. Цены стремительно растут, и под угрозу попала базовая потребность человека– питание. Вокруг этого дополнительно раскручивается истерия продуктовых монополистов, которые на пустом месте задирают цены, пытаясь оправдать все это происходящими событиями, ростом валюты и так далее. Но правда заключается в том, что цены сильно растут только на импортные продукты, которые нормальный человек, следящий за своим здоровьем, и так не покупает. В них сплошная химия и ГМО. Растут цены и на продукты питания отечественного производства, но далеко не такими темпами, как нам пытаются внушить продуктовые монополисты. Они сейчас зарабатывают колоссальные деньги на этом хайпе. Им вообще наплевать на людей. Их принцип не меняется столетиями. Это бизнес, ничего личного. Друзья, сегодня мы хотим развенчать миф о том, что правильно питаться– это очень дорого. Угадайте, откуда появилось такое мнение? От тех же самых товарищей, которые нам совсем не товарищи. В конце 2000-х годов, сейчас я беру нашу страну, начало развиваться вегетарианское движение. Общая масса людей вообще не понимала, что же это такое. Люди знали только одно – быть вегетарианцем – это значит не есть продукты животного происхождения. Мясо, птицу, рыбу и прочее. Понимание того, как работает организм на растительном питании, у них полностью отсутствовало. И этим тут же воспользовались представители крупных продуктовых корпораций. Они начали вдалбливать людям идею о том, что если вы отказываетесь от мяса, рыбы и всего прочего животного, ваш организм будет недополучать кучу важных питательных веществ. И вы чуть ли не помрете из-за этого. Чего стоит только лозунг «А где же вы будете брать белок без мяса?». Умы людей накрутили всем этим, и началось массовое продвижение всевозможных пищевых добавок. Начали барыжить протеином. Протеин– это сухой белок. Химическими витаминными комплексами, ненатуральными, полученными искусственно. Втюхивать какую-то откровенную дичь типа ягод годжи и прочее. Кстати, ягоды годжи действительно классная полезная штука. Но под их видом в подавляющем большинстве магазинов продают обычный барбарис. Внешне эти ягоды похожи. То есть людей откровенно обманывают. Продуктовые монополисты долгие годы заливали в сознание неопытных людей, которые хотят перейти на вегетарианское питание, весь этот бред и откровенное вранье. Я вегетарианка уже 8 лет. Я на своем личном опыте знаю, как по-настоящему правильно выстраивать свой рацион на растительном питании. И сегодня я поделюсь с вами этими знаниями. Лекция, как всегда, будет подробная. Я хочу дать вам полное понимание этой темы. Друзья, сейчас YouTube убрал показ рекламы в России. Мы лишились даже того маленького дохода, который приносил наш канал. Если у вас есть возможность, поддержите нас финансово на любую комфортную для вас сумму. Это нам очень поможет. Ссылку на форму пожертвования смотрите в описании. Но если вы сейчас сами находитесь в сложной финансовой ситуации, оставьте деньги в своей семье. Просто поставьте этому ролику лайк. Это тоже принесет большую пользу нашему каналу. Сегодня я расскажу, на основе каких продуктов можно составить бюджетный рацион питания, который при этом будет полностью сбалансирован, то есть даст вашему организму абсолютно все необходимые питательные вещества. Разобью все по пунктам, чтобы у вас в уме выстроилась понятная структурированная схема. Первое. Что такое сбалансированное питание? Пожалуй, это самый главный пункт, который важно понять. Разберу его коротко и тезисно. Сочетаемость ингредиентов блюда. Компоненты каждого блюда должны сочетаться между собой по уровню pH.
pH– это кислотно-щелочной баланс. Каждый продукт имеет свой уровень pH, и организм для усвоения какого-то продукта подстраивается под него. Если вместе съесть продукты с разным уровнем кислотности, то наше тело попросту не сможет их полноценно усвоить и вывести. Обмен веществ в теле из-за этого начинает давать сбой. Начинают накапливаться шлаки и токсины. Словом, создаются условия для развития различных заболеваний. Одна из основных ценностей нашего канала заключается в том, что мы публикуем именно сбалансированные рецепты. Мы не являемся каким-то очередным каналом-рецептником, в котором публикуется все подряд. Наши рецепты продуманы и опробованы нами как раз в плане баланса ингредиентов. Такой большой подборки сбалансированных рецептов блюд вы больше нигде не найдете. Снабжение организма питательными веществами. Тело должно получать все питательные вещества, которые необходимы ему для поддержания полноценного процесса регенерации. Витамины, минералы, аминокислоты, клетчатку и прочее. Устранение условий для зашлакованности организма. Питание должно быть таким, чтобы процессы самоочищения тела преобладали над процессами загрязнения. То есть должны быть устранены все продукты, которые содержат химические добавки, ГМО, продукты, образующие слизь в организме и так далее. Второе. Оптимальные продукты для выстраивания правильного рациона. Сейчас я буду говорить только о тех продуктах питания, от которых мы не зависим в плане импорта. Именно импортные продукты сейчас дорожают быстрее и сильнее всего. К сожалению, 90% фруктов привозные. Фрукты очень полезные продукты, которые помогают телу в самоочищении. Но будем исходить из того, что их нет. Что у нас остается для правильного растительного формата питания? По пунктам. Овощи и зелень. Примерно 80% зелени и овощей являются отечественными, выращиваются в теплицах. Цены на них растут не так сильно. Кроме этого, государство на фоне текущей ситуации начало контролировать рост цен на эту категорию продуктов. На основе овощей можно сделать практически любой салат, который снабдит наш организм не только питательными веществами, но и поспособствует очистительным процессам. В описании к этому видео смотрите ссылку на плейлист с нашими рецептами салатов. Зерновые и бобовые. Все эти продукты чисто в принципе стоят недорого. Их подорожание на 20-30 рублей практически никак критически не сказывается на бюджете работающего человека. Зерновые и бобовые вообще являются основой вегетарианского питания. Основные наименования полезных зерновых и бобовых. Бурый рис, рис басмати, полба, булгур, кускус, маш, нут, овес и пресловутая гречка. Также смотрите в описании плейлист на наши рецепты блюд. Третье. Важные источники витаминов и минералов, незаменимых аминокислот и антиоксидантов. Как я сказала выше, фрукты, кроме всего прочего, снабжают наш организм критически важными веществами, которые помогают телу самоочищаться, строить новые качественные клетки и избавлять от клеток некачественных. Тех самых, которые вызывают различные опухоли, включая злокачественные, рак. При отсутствии фруктов надо обязательно включать в свой рацион спирулину. Это источник биологически активных питательных веществ, закрывающий все потребности нашего тела в веществах, которые организм недополучит из пищи. Гинго билоба. Это мощнейший природный источник антиоксидантов, который поддерживает систему регенерации организма на очень высоком уровне. Сыродавленное натуральное масло. Это источник природных жиров, за счет которых, кроме всего прочего, работает наш мозг. Да, наш мозг работает на жире, но не на том, который на попе и в боках откладывается. Также надо включать в рацион и травяные настои, которые прекрасно помогают организму справляться с различными заболеваниями и поддерживать иммунитет на высоком уровне.
О том, как правильно делать травяные настои и какие именно настои делать, смотрите в плейлисте в описании к этому видео. Позже мы обязательно снимем видео про спирулину и гинго билоба. Это вообще уникальные продукты, которые очень сильно помогают нашему здоровью. Четвертое. Поддержание микрофлоры кишечника. Ранее мы уже рассказывали вам о том, какую роль выполняет микрофлора кишечника в нашем организме. Ссылку на видео смотрите в описании. Микрофлора – база нашего иммунитета, поэтому ее постоянно надо поддерживать. Лучший способ это сделать – ввести в свой каждодневный рацион натуральный квас на закваске. Рецептам кваса мы уделяем на канале особое внимание и сняли для вас уже немало видео. Смотрите ссылку на плейлист в описании. Пятое. Другие продукты питания. Есть еще небольшой список продуктов питания, которые также надо вводить в рацион. К примеру, натуральная сода, гималайская соль, мед и так далее. На них я сейчас останавливаться не буду, обзор у нас сегодня тезисный. В дальнейшем снимем видео и про них. Шестое. Продукты, от которых лучше отказаться. И еще несколько слов о том, какие продукты лучше исключить из своего рациона, дабы не зашлаковывать свое тело. Подробнее эту тему также рассмотрим позже. Сейчас просто список для информации. Надо исключить продукты, которые образуют в организме много слизи. Это картофель и белый круглый рис. Также убираем все, в чем содержатся химические добавки. К сожалению, это примерно 70-80% всего ассортимента в продуктовых магазинах, если не больше. Это различные консервированные продукты. Ведь что такое консервант? Это, по сути, антибиотик, который предотвращает размножение бактерий в баночке тех же маринованных огурцов. По своему действию он практически аналогичен действию обычных антибиотиков, которые просто гробят наше здоровье. Перестаем есть различные закуски, чипсы, сухарики и иже с ними. Они вообще полностью делаются из химических компонентов. Думаю, этот момент вам должен быть понятен. Убираем из рациона всю магазинную выпечку, которая производится не только на основе вреднейших термофильных дрожжей, о которых мы снимали подробное видео, ссылка в описании, но и содержит сильнейшее высокотоксичное вещество – глицидол. Глицидол – это вообще мрак полный. Он запрещен во всех западных странах, а в России его пихают везде. Об этом мы также сделаем отдельное видео. Друзья, эта тема большая, список можно продолжать. Если она вам интересна, пишите в комментариях. Будем подробно ее разбирать. Итак, что мы имеем в итоге? В прошлом году мы для интереса посчитали, сколько потребуется денег на человека в месяц, чтобы соблюдать вышеперечисленный рацион. Хочу подчеркнуть, это не какой-то рацион выживальщика, когда уже не важно, что есть, лишь бы выжить, а правильный, питательный, сбалансированный рацион, который позволит организму работать совершенно полноценно. И знаете, какая сумма у нас получилась? 10-12 тысяч рублей в месяц на человека. Друзья, еще раз повторюсь, это полноценный рацион, из которого организм получит абсолютно все, что ему необходимо. Также мы посчитали примерную стоимость рациона, который широко рекламируют различные диетологи. Те самые, которые пытаются навязать вам различные протеиновые смеси, большой список добавок, химических витаминов и прочее. Мы также посмотрели на магазины, которые занимаются широкой рекламой так называемых продуктов для вегетарианцев. Сумма нас, мягко говоря, удивила. 25-30 тысяч рублей в месяц на человека. Разница почти в 3 раза. Поэтому всегда думайте головой. Не ведитесь на рекламу, доверяйте только опытным людям. И смотрите наш канал. Если вам интересна сама схема выстраивания сбалансированного рациона питания,
какие продукты и в какое время кушать, какие травяные настои делать, какие именно суперфуды, вроде спирулины и гинго-билоба, надо включить в рацион, пишите в комментариях. Мы снимем или большую лекцию на эту тему, или напишем полноценный курс, в котором все вам подробно расскажем. На самом деле питаться правильно очень просто и недорого. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях и ставьте лайк этому видео. Мы очень старались для вас. До новой встречи и доброго вам здравия!